Привет, друзья! Когда правительство начинает бороться не с преступностью, а с оппозицией, это уже не демократия, а тревожный сигнал для всей Европы. Согласно официальному заявлению Федерального агентства по охране Конституции Германии, теперь совершенно ясно, партия «Альтернатива для Германии» признана организацией, которая придерживается взглядов, противоречащих основным демократическим принципам. Это решение вызвало широкую волну возмущения не только внутри самой партии АДГ, но и далеко за пределами Германии, особенно среди ее сторонников и союзников в других странах. На защиту альтернативы для Германии АФД немедленно встали политики из Венгрии и Соединенных Штатов, которые выразили явное несогласие с решением немецких властей и открыто поддержали Алис Вайгель и ее коллег. После того, как Федеральное ведомство по охране Конституции Германии, которое ответственно за защиту конституционного строя, объявило о новом статусе партии, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с весьма эмоциональным заявлением. В социальной сети X, ранее Twitter, он задался вопросом, цитата, «Что в 8 происходит в Германии?» и добавил, уже обращаясь к Алис Вайгель, «Вы можете на нас рассчитывать». Это заявление стало очередным подтверждением того, что Виктор Орбан продолжает выстраивать тесные связи с альтернативой для Германии АФД, несмотря на постоянные обвинения в нарушениях демократических норм в своей собственной стране. Хочу для справки напомнить, что Виктор Орбан еще несколько лет назад отошел от Европейской народной партии, куда, кстати, входят такие немецкие партии, как ХДС и ХСС, и с тех пор последовательно он сближается с альтернативой для Германии. В феврале 2024 года во время личной встречи с Алис Вайгель в Будапеште он заявил, что видит в этой партии будущее Европы. Алис Вайгель в свою очередь похвалила политику Венгрии, особенно отметив, что страна служит примером в борьбе с нарушениями в миграционной сфере. Но реакция пришла не только из Европы, кстати. К обсуждению резко подключились и американские политики, которые продемонстрировали, насколько широкий резонанс вызвало решение Федерального ведомства по охране Конституции. Так, вице-президент США Джей Ди Венс написал в соцсети X, что альтернатива для Германии является самой популярной партией в Германии, и теперь, как он утверждает, чиновники стараются ее устранить. В том же духе высказался и госсекретарь США Марко Рубио, заявив, что Германия предоставила спецслужбам дополнительные полномочия для наблюдения за оппозиционными силами, что, по его словам, больше похоже на скрытую форму авторитаризма, чем на демократию. Свое слово сказал и Илон Маск, глава Tesla, который не раз заявлял о симпатии к альтернативе для Германии. В социальной сети X он подчеркнул, что попытки запретить партию «Альтернатива для Германии» стали бы чрезмерным шагом, противоречащим основам демократии. Во время предвыборной кампании в Бундестаг Маск даже призвал голосовать за «Альтернативу для Германии» АФД и участвовал в их мероприятиях даже через видеосвязь, чем вызвал большой интерес общественности и СМИ. Остается всего лишь несколько дней, и новое федеральное правительство Германии официально приступит к работе. В связи с этим в Социал-демократической партии Германии начинается прояснение кадровых решений, особенно в ключевых политических позициях. Один из таких шагов – это решение действующего министра труда Хубертуса Хайля отказаться от поста председателя фракции СДПГ в Бундестаге. Вместо него, как все больше подтверждается, на эту влиятельную должность может прийти нынешний генеральный секретарь партии Матиас Мирш. По информации, распространенной авторитетным изданием «Политика», уже достигнута договоренность между различными партийными фракциями. Они, согласно этим источникам, уже согласились, что именно Мирш возглавит фракцию из 120 социал-демократических депутатов в парламенте. Несмотря на это, официального подтверждения этой информации пока еще нет, и заявление может прозвучать в ближайшие дни. Хочу здесь отметить, что Матиас Мирш, так же как и председатель партии Заския Эскель, принадлежит к левому крылу СДПГ, тогда как другой сопредседатель Ларс Клинболь ассоциируется с более консервативным направлением. Такая вот именно расстановка сил также играет роль при принятии окончательных решений. Сам Хайль ранее прямо заявил, что не будет претендовать на роль руководителя парламентской фракции. В своем комментарии он отметил, цитата, «Такую должность в рамках этой правительственной коалиции и в это время можно эффективно исполнять только в том случае, если имеется явная поддержка со стороны руководства партии.
И именно по этой причине, по его словам, несмотря на множество одобряющих слов и призывов из различных частей партии, он решил отказаться от выдвижения своей кандидатуры. Хочу для справки напомнить, что еще раньше Хубертус Хайль сообщил, что он не будет входить в состав нового кабинета министров. Это связано прежде всего с региональным распределением постов. Поскольку Ларс Клинваль уже закреплен как кандидат на пост вице-канцлера и министра финансов, а Борис Писториус остается на должности министра обороны, оба этих политика представляют федеральную землю Нижняя Саксония. Вы должны знать, что при формировании состава правительства всегда учитывается региональный баланс. Уже сегодня СДПГ официально представит свою министерскую команду. С утра руководство партии проведет закрытое совещание с президиумом и федеральным правительством, чтобы обсудить и утвердить персональное решение. Затем в 11 часов 30 минут по местному времени состоится фотосессия, на которой новые министры представлены перед обществом. Пока известно, что лишь Ларс Клинваль займет пост вице-канцлера и одновременно министра финансов. Также напомню, что в новой коалиции с Христианско-демократическим союзом и Христианско-социальным союзом социал-демократическая партия положена еще 6 министерских постов. В 12:00 сегодня запланировано торжественное подписание коалиционного соглашения между тремя партиями ХДС, ХСС и СДПГ. Этот шаг окончательно закрепит состав правящей коалиции и станет финальной точкой в длительных переговорах по формированию правительства. Дональд Трамп рассматривает Гренландию как крайне важный элемент для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. В одном из недавних интервью президент Соединенных Штатов Америки снова подчеркнул, насколько важно для его страны получить контроль над этим островом. По словам Дональда Трампа, если понадобится, он не исключает даже использование военной силы для достижения этой цели, хотя и уточняет, что это не единственный возможный путь. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что его угроза силового захвата Гренландии остается в силе. На прямой вопрос журналиста он ответил следующим образом, цитата: «Я этого не исключаю, я не говорю, что обязательно это сделаю, но я ничего не исключаю». Он добавил, что Соединенным Штатам крайне необходимо обладать Гренландией в целях собственной национальной безопасности. При этом он отметил, что на острове проживает лишь очень небольшая группа людей, о которых США позаботятся, будут их ценить и делать все необходимое. Однако, в первую очередь, подчеркнул Дональд Трамп, речь идет о стратегической важности острова в контексте международной безопасности. Интерес Дональда Трампа к Гренландии не нов. Он высказывал его уже в течение нескольких месяцев. Он неоднократно заявил, что хотел бы, чтобы США взяли остров под свой контроль, несмотря на то, что он официально принадлежит королевству Дания. Идея использования вооруженных сил в контексте уже звучала и ранее. Еще в свой первый президентский срок Дональд Трамп вызвал бурную реакцию средств массовой информации и политических кругах, когда неожиданно предложил просто купить за денежки Гренландию. Тогда это заявление вызвало международный резонанс и множество обсуждений. Примечательно здесь то, что Дональд Трамп не ограничился только одной Гренландией. Он также выразил желание включить в состав Соединенных Штатов Америки и соседнюю Канаду. Его многократные заявления на эту тему в последние месяцы вызвали волну возмущения и критику. Однако в интервью телеканалу NBC Трамп пояснил свою позицию и отметил, что в случае с Канадой он не рассматривает вариант использования военной силы. Цитата: «Я не думаю, что мы когда-либо дойдем до этого», сказал он, имея в виду Канаду, но тут же добавил, говоря уже о Гренландии. «С Гренландией может что-то произойти. Я хочу быть честным». А теперь давайте обсудим, к чему приведет такое давление на альтернативу для Германии и не стало ли это новой нормой в демократической Германии. Подпишитесь и спасибо за просмотр.